Самую решающую роль в войне в воздухе играют истребители, так как они дают превосходство в воздухе на регионе. Если его не будет, то другие типы самолетов не смогут выполнять свои задания, а будут только падать. Отсюда следует, что нам нужно держать превосходство в воздухе хотя бы в желтом состоянии на протяжении всей войны, но во время его поддержания наши истребители сражаются с вражескими, откуда идут потери и у нас, и у них. Если мы будем терять больше в производственной стоимости, то значит враг постепенно будет усиливать свое превосходство. А следовательно, в долгую мы проиграем воздух, если у нас одинаковая промышленность. Все наоборот, если враг будет терять больше. При равных по производству потерь у нас будет оставаться самое начальное состояние все время. Стоит отметить, что потери нужно считать именно не в количестве самих самолетов, а в сумме их стоимости, так как разные шаблоны имеют разную стоимость. Перейдем к самим истребителям. Их можно делать из двух корпусов, из среднего и маленького. Есть еще маленький палубный корпус, но он немного хуже по статам и немного дороже, чем обычный. Так что его использование может быть в узких сферах. Например, можно его использовать на Японии, так как она может получить минус 20% стоимости на всю палубную авиацию. Средний корпус по сравнению с малым требует больше ресурсов. Он больше стоит, а единственное, что лучше, так это защита и дальность. Так что его применение в качестве истребителя может быть только в Азии, где нужна дальность. Корпус мы выбрали, а что по шаблону? По шаблону мы можем менять дальность, скорость, атаку, защиту и маневренность. Это все факторы, которые влияют на размены. Дальность нужна такая, при которой у вас не будет штрафа к эффективности за нехватку дальности в регионе. В Европе рекомендую не опускать ниже 700 километров. В других регионах нужна еще больше дальность. Ну а как влияют уже остальные факторы, можно узнать из формулы урона. Но давайте эту формулу преобразуем. Во-первых, удалим модификаторы, на которые мы не можем повлиять. Во-вторых, вынесем базовый урон за скобки как общий множитель. Посмотрите на этот бонус. Если подсчитать, то он будет близок к нулю, так что его можно убрать. По поводу бонуса за превосходство в скорости, можно сказать, что за 10% превосходства против врага в скорости вы получаете 6,5% дополнительного урона. Это если у вас одинаковая маневренность. Но так как на скорость влияет только уровень двигателя, то скорее всего данный параметр у вас и у врага будет одинаковый, так как вряд ли он не будет брать двигатель лучше уровня. Про урон понятно из формулы, что если мы его повысим, допустим, на 10%, то и у врага повысятся потери на 10%. С защитой тоже понятно, что если мы повысим ее на 10%, то мы потеряем настолько же меньше самолетов. Отсюда следует, что повысить защиту на 10% равноценно повысить атаку на 10% в контексте разменов. Если выбор между одинаковым бонусом на защиту или на атаку, то нужно думать, хотите ли вы больше нанести потерь врагу или больше сохранить свои самолеты. Остался последний фактор, а именно снижение урона, если у врага превосходство по маневренности. А вот этот фактор интересный. Если внимательно посмотреть на формулу, можно увидеть, что если вы превосходите врага в маневренности в 3,2 в периоде раза, то он будет вам наносить 0 урона. Но, к сожалению, это немного не так, так как есть минимальный урон, который враг будет наносить в любом случае, несмотря на формулу. Ну и также маневренность хоть и по формуле может дать плюс к урону, но в примечании к формуле написано, что она не может. А для того, чтобы определить, как маневренность соотносится к атаке, я создал график Google в таблицах. В принципе, наглядно видно, что чем больше сам бонус маневренности, тем более она цена по сравнению с атакой. А вот при бонусах меньше 123% уже 1% атаки важнее 1% маневренности. Из этой информации вы можете создать наилучший вариант истребителя. Ваниля это скорее всего вот такой. Давайте теперь про штурмы. Для них главная авиаштурмовая атака, а в бою против наземных ПВО в дивизиях им нужна маневренность. Если будет воздух желтым, то лучше добавить им броню, чтобы они меньше падали от вражеских истребителей. Для морских бомбардировщиков главная морская атака, далее обнаружение кораблей. Так что шаблон будет примерно таким. Защита нужна будет от вражеских истребителей, либо при ударе по порту. Ну а на этом все.